Чтобы вы понимали атмосферу на пляжах города. Сегодня 29 июля 2026 года, и, как всегда, всех приветствую из Одессы. На первый взгляд, наше море кажется прекрасным, тихим, спокойным и абсолютно безобидным. Но поверьте, так бывает не всегда. И есть моменты, когда море нужно действительно бояться, и, купаясь в нем, нужно быть всегда осторожными. Из-за ветреной погоды последние дни спасателям приходилось спасать многих людей, кто хотел покупаться в море. Поэтому мне захотелось сегодня поделиться с вами трагической историей, чтобы вы были осторожны. Всем привет-привет из Одессы. У нас уже пару дней ветрено. А что это значит? Это значит, что на море периодически шторм. И это значит, что на море очень и очень сильное течение, и сейчас много отдыхающих, и не все, во-первых, знают об опасности Черного моря, а во-вторых, некоторые забывают в порывах вот этой радости, эйфории, забывают, насколько это может быть опасно. Я хочу сегодня с вами поделиться такой достаточно страшной и трагической историей, которая произошла на моих глазах. Мы с Ирой были на пляже, на наших глазах, и эта история оставила отпечаток на всю жизнь, потому что в тот момент мы поняли, настолько хрупкой может быть человеческая жизнь. Для тех, кто не знает, страшны в Черном море не просто волны, страшно само течение. Расскажу из личного опыта. Я человек, который обожает просто купаться в шторм, потому что это отдельный вид удовольствия прыгать в волны. Но я всегда, даже если иду в шторм купаться, то я не иду глубоко, потому что у меня когда-то была ситуация, когда я прыгнула под волну, и кто плавал в Черном море, тот знает, что у нас настолько сильным течением может быть, что как будто море тебя хватает и просто вот затягивают, и ты не можешь вообще вынырнуть, потому что идет волна за волной. У меня была такая же ситуация, и просто спасло то, что я оттолкнулась ногами из-за того, что было мелко, и смогла все-таки вынырнуть, потому что настолько сильным течением, может быть, я вам просто не могу это передать словами. Когда-то, еще до войны, мы были в области и решили с Ирой пойти покупаться в море. Я пошла первая на пляж, а Ира подошла чуть позже. Я пришла и постелила покрывало рядом с семьей. Там был мужчина, женщина и двое деток, мальчик и девочка. А шторм был просто, огромнейшие волны, и солнце еще было не такое яркое. Я думаю, не буду ложиться, посижу, посмотрю на море, подожду Иру. И вот отец этих деток, который возле меня лежал, ходил все время по пляжу и смотрел на море. И вы знаете, он так смотрел на это море, что я вот просто смотрела на него, потому что мне было интересно, почему, чем его так заворожило это море. Стоял, он ходил, гулял, смотрел, пришла Ира, и я уже перестала смотреть на эту семью. И в море купалось очень много людей. Мы с Ирой легли загорать, вышло солнце, и тут, спустя, не знаю, минут 20, просто, когда все купаются в море, очень все кричат. Дети прыгают, волны кричат, взрослые там пищат. И сначала было непонятно, что происходит. Потом все ярче и ярче было слышно крик женщины. Весь пляж начал смотреть в море, а в волнах много людей, и никто не понимал, что происходит. И просто видно было, что женщина тащит на кругу за собой своего ребенка и очень сильно кричит. Это все происходило в считанные секунды, и, конечно, позже все начали понимать, что в море тонет человек. И мужчины сразу бросились, был такой, знаете, большой двухместный матрас, и они бросились на этом матрасе спасать этого другого мужчину, и их волной просто от него выбрасывало в сторону. Чтобы в такой шторм плыть, спасать человека, нужно самому уметь хорошо плавать, потому что это выглядело как что-то нереальное. Их на этом матрасе отбрасывало из стороны в сторону. Другие поплыли с маленьким, я даже помню цвет этого матраса, поплыли с маленьким пытаться его спасти. Но, к сожалению, еще одна волна его накрыла, и больше никто не увидел.
это был просто шок. Много мужчин на пляже пытались его спасти, плыли за ним, искали его, и, к сожалению, не мог никто найти. И буквально, я не знаю, 20-30 минут, и тело этого мужчины вынесло прямо к берегу, к ногам его жены. Это... Ой, я сейчас говорю, меня аж, знаете, эмоции накрывают. Это была действительно очень страшная, очень тяжелая история. И это все произошло у семьи на глазах. Его никто не мог спасти. Эта женщина, эта девушка, она кричала до такой степени, что слышал, наверное, весь курорт. Эти дети плакали. Ну, это действительно была трагедия, и в такие моменты понимаешь, насколько ты можешь быть беспомощным, и настолько может быть хрупкая человеческая жизнь. Приехала скорая, конечно, приехали спасатели, но уже никто ничего не мог сделать. Как потом выяснилось, мужчина совершенно не умел плавать, и я никогда не забуду, как он смотрел на это море, и вы знаете, вот как будто оно его, знаете, вот затянуло в себя. Он не умел плавать, он боялся изначально купаться в море, но пошел, и вот так такая трагедия произошла. Скажу вам честно, мы потом еще долго отходили от этой истории, потому что это ужасное ощущение, когда ты хотел бы помочь, но ты просто этого не можешь сделать, и это все считанные секунды, и еще больше я вот не могла прийти в себя от осознания того, что вот человек стоял передо мной, здоровый, такой красивый парень был, накачанный такой, знаете, видно, что спортом занимался, и прошло 20-30 минут, и его уже нет в живых. Ой, я сейчас это говорю, у меня, честно, мурашки по коже, я не знаю, вам видно или нет. Настолько эта история отпечаталась в моей памяти, что спустя вот много лет я рассказываю, и я помню вообще, просто помню идеально, как это все было. Так что поэтому я всегда говорю, когда шторм, осторожно купайтесь, потому что вам даже и помочь никто толком не сможет. Вчера в паблике облетела новость о том, что в области девочку на кругу унесло далеко в море и унесло в зону, где, возможно, размещены мины. Да, у нас в области в основном пляжи, на которых нельзя купаться и загорать. Но люди, я понимаю, все соскучились за морем, но все равно нужно быть осторожными, потому что спасти даже вас будет там сложно. И девочку занесло именно в то место, где могли быть эти мины. Она, понятное дело, не могла сама выплыть, ее поплыл спасать ее дядя. Из-за течения он просто-напросто ничего не смог сделать. За ними поплыл еще один отдыхающий с пляжа на доске с веслами, и он тоже оттуда не смог выплыть. Спасатели не могли отправиться за ними, потому что были воздушные тревоги, была угроза обстрела той местности. И это все затягивалось на часы, а уже дело было к вечеру. И так получилось, что, я так поняла, местные жители, у них была надувная лодка с мотором, и они рискнули и поплыли, и их спасли. И эта история показывает, что среди нас есть действительно герои. Которые, рискуя своей жизнью, спасают других. Хорошо, что история закончилась хэппи-эндом, не все так заканчиваются. И мораль этого видео такова: человеческая жизнь очень хрупкая, и море никогда не шутит. Очень много случаев знаю, когда тонули люди, когда уносило людей, и их спасали и катерами до войны, и вертолетами. И мне хочется всем напомнить, что когда вы идете купаться, будьте осторожны. Напоминаю всем, кто едет к нам сейчас отдыхать в первую очередь, не купайтесь в тех местах, где просто каждый метр написано, что там нельзя купаться, там запрещено купаться, потому что сейчас война, и вас будет даже оттуда очень сложно спасти. И не добавляйте работы нашим спасательным службам, нашим спасателям, потому что они и так рискуют своей жизнью каждый час из-за постоянных обстрелов, и у них вообще нет времени на отдых. А когда начинается шторм на море, то вы прибавляете всем еще больше работы, потому что
каждый день, когда шторм десятками людей просто спасает уже на грани жизни и смерти. Поэтому будьте осторожны, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока!